В больнице Святого Милосердия, где царила суета, раздавались трезвонящие телефоны и резкие команды. Это было обычное утро понедельника, когда медицинский персонал, погруженный в работу, не ожидал, что вскоре их ждет нечто потрясающее. В воздухе витала атмосфера неотложного дела, когда вдруг в автоматические стеклянные двери вошла немецкая овчарка. Она не была просто бездомной собакой. На ее спине находилась маленькая девочка, истекающая кровью. Врачи и медсестры застыли в немом ужасе. Никто не знал, откуда она пришла и как попала сюда. Неподвижность завладела помещением на несколько мгновений, и в этот момент стало ясно — что-то ужасно не так. Собака подошла к администраторской стойке, напряженно сверкая глазами. Ее дыхание было учащенным, а лапы, гулко стуча по полу, как будто говорили, что ей нужна помощь. Персонал больницы начал шептаться, и вскоре одна из медсестер, Карен, наконец-то сделала первый шаг вперед, несмотря на растерянность других. Она медленно присела на корточки, протягивая руки к девочке, чувствуя жуткое беспокойство. Овчарка зарычала, но это был не звук угрозы. В его глазах читалось беспокойство и страх за свою подопечную. Карен тихо, но настойчиво произнесла: «Все в порядке. Я здесь, чтобы помочь». Под давлением этого успокаивающего голоса собака отступила на шаг, но не убегала, оставаясь в защитной позиции. Карен подхватила девочку в свои руки. Она была пугающе легкой, с холодной, липкой кожей, и это чувство заставило ее сердце сжаться от тревоги. «У нас неотложная педиатрическая помощь!» — закричала Карен, направляясь к травматологическому отделению, где врачи и медсестры мгновенно пришли в действие, выкатили носилки, подготовили 4 аптечки, и кто-то нажал синюю кнопку вызова. Однако, несмотря на всю спешку и опасения, в оставшейся тени продолжала стоять собака, как будто не собиралась покидать место, где находилась девочка. Она бегала взад-вперед, размахивая хвостом, издавая короткие стоны, когда охранник вновь попытался остановить ее. Однако его воля ручек устояла, когда он увидел выразительные глаза животного. В травматологическом отделении девочку уложили на каталку, подключили к мониторам, чтобы следить за ее уменьшением. Пульс был нестабильным, дыхание поверхностным. Доктор Симмонс нахмурился, произнес: «Мы теряем ее». Медсестры действовали синхронно, проверяя все необходимые параметры — кислород, жидкости, жизненные показатели. Но пока у всех оставался красноречивый вопрос: кем была эта девочка? В то же время собака, не сводя глаз с девочки, воевала с непонятным состоянием терпения, когда она нажимала на дверь, тревожно стуча по полу. Каждый раз, когда дверь открывалась, она пыталась следовать за медсестрами, но ее стремление не проходило через призму системы. Наконец, одна из медсестер, тронутая ее серебряным отчаянием, махнула охране, чтобы разрешить героя приблизиться к кровати девочки. Как только двери открылись, собака подбежала к ней, села неподвижно, наблюдая за каждым движением медицинского персонала с почти человеческим беспокойством. Все понимали, что между этой собакой и девочкой существует нечто большее, чем просто случайная встреча. В этом хаосе вопросы об их связи заполнили недостаток доводов. Никто не знал, как псы приходят к человечеству во времена бед, но точно было то, что собака не собиралась покидать без своей подопечной. Контуры ситуации продолжали уточняться, когда медсестра осторожно проверила ошейник собаки, который не имел ни бирки, ни чипа. Он просто был старым потертым кожаным ремешком. Между временным хаосом, звонками и операциями служба безопасности быстро начала анализировать записи с камер наблюдения. Вскоре кадры были перемотаны назад до момента, когда немецкая овчарка появилась из-за густых деревьев, окружающих территорию больницы. На всех записях было четко видно, как она осторожно подходит к автоматическим дверям,
и лишь на мгновение задержавшись, входит внутрь с девочкой на спине. Этот момент шокировал весь медицинский персонал. Он пришел сюда не случайно. В животном светился ум, а каждый шаг был наполнен намерениями. Один из охранников немедленно позвонил местным властям. «Нам нужна поисковая группа», — произнес он напряженным голосом. «Тут что-то серьезное». К тому времени, когда спасательные службы прибыли, солнце уже начало клониться к закату. Возглавляемая смотрителями парка, работниками полиции и кинологами, поисковая группа отправилась по следу, оставленному герой, прямо в густой лес. Овчарка, быстро уловившая призыв, зарычала, когда участники показывали в сторону леса, как будто поняла, что они собирались вернуться к месту. Тропа вела их через извивающиеся деревья и грязные участки земли. Проведя около часа, они наткнулись на временный лагерь, скрытый под густыми ветвями. Разорванный брезент и обгоревшие дрова на костре были зловещими метками пока, как если бы руины места говорили о мрачной истории. На бревне была накинута окровавленная ткань, а в грязи валялся сломанный телефон с разбитым экраном. Но больше всего их поразила оставленная маленькая туфелька, такая же, как на ноге девочки. Один из полицейских прошептал, что она была здесь недавно и не была одна. Необходимость найти ответы только росла. Они вернулись в больницу, где прошло несколько часов. Девочка оставалась в коме в отделении интенсивной терапии. Ее состояние стабилизировалось, но оставалось неясным. Герой остался рядом с ее постелью, когда медсестры принесли ему воды и положили около нее одеяло. Он свернулся калачиком, не сводя глаз с каждым вздохом девочки, словно силясь придать ей надежду и комфорт. Персонал больницы фотографировал этот трогательный момент. Многие никогда не видели ничего подобного. Словно здесь и сейчас белоснежный холст человечности противопоставлялся безбрежному безразличию повседневной жизни. К рассвету глухую тишину в отделении пронзил тихий вздох с губ девочки. Ее веки затрепетали, и сначала не в силах сфокусировать взгляд, она постепенно узнала позади себя фигуру, которая, по ее мнению, была потеряна навсегда. «Скаут», — прошептала она едва слышно. Пес мгновенно навострил уши и, подняв голову, издал обнадеживающий звук. Все медицинские работники, бросив все дела, знали, что сейчас происходит нечто великое. Никто не мог поверить своим глазам. Скаут, казалось, понимал, что необходимо делать. Он осторожно встал, засунул морду к краю кровати и тихо фыркнул, словно говоря: «Теперь ты в безопасности». Комната наполнилась тихими слезами. Позже, тем же утром, детский психолог сидел рядом с девочкой, пока медсестры устанавливали ей капельницу. Говор мальчика был хриплым, но слова звучали четко. «Его зовут Скаут», — сказала она, поглаживая немецкую овчарку по голове. «Он мой лучший друг». Когда ее спросили о том, что произошло, глаза девочки затуманились. Она колебалась, затем, собравшись с силами, начала рассказывать. Она рассказала, что незнакомец, который назвался ее дядей, забрал ее из дома. Сначала он был добрым, покупал ей игрушки и кормив. Но со временем, когда они оказались в лесу, его поведение изменилось. Он начал кричать, становился агрессивным и жестоким. Скаут пытался защитить ее, рыкал и лаял, пока однажды мужчина не ударил ее. После этого все как бы пошло в туман. «Он не оставил бы меня», — сказала девочка, свивая пальцы в шерсть Скаута. «Даже когда я потеряла сознание, он остался рядом». Персонал больницы слушал молча, впитывая каждое ее слово. То, что они подозревали, теперь стало очевидным. Скаут не просто нашел помощь для девочки. Он выступил против опасности, чтобы спасти ее жизнь. Пока девочка отдыхала,
Следователи восстанавливали хронологию событий. Возможные травмы подтвердили ее рассказ. Синяки, переломы ребер, очевидные признаки длительного воздействия. Однако покорял всех не просто ее рассказ, а то, что шансы на выживание девочки были низкими. Если бы она прибыла в больницу на 30 минут позже, мрачно сказал врач, мы бы ее потеряли. Все стало ясно. Скаут выбрала больницу, преодолевая мили через лес, руководствуясь лишь инстинктом. Власти снова вернулись в лес с новыми силами. Благодаря следу героя и описанию девочки, они отыскали подозреваемого в соседнем городе. Он был арестован при попытке сесть в автобус, взъерошенный и с пропавшими вещами девочки в рюкзаке. Его история быстро рассыпалась в прах под давлением следствия. В течение нескольких часов СМИ заполонили больницу. Заголовки гласили, что К-9 спасает похищенную девочку, и собака чудом добирается до отделения неотложной помощи. Но скаут не стремился к славе. Он лежал, свернувшись калачиком, у кровати девочки, спокойный и преданный, ожидая ее следующей улыбки. Когда подозреваемый был задержан, а настоящую семью девочки по-прежнему не удавалось найти, служба по делам детей передала девочку в приемную семью. Но было одно условие, которое она не готова была выполнить. «Скаут поедет со мной». Изначально чиновники колебались, не зная, как поступить с опекунами собаки. Однако, наблюдая, как между ними возникла связь, ни у кого не хватило духу разлучить их. В итоге сердце Дэйви и скаута продолжало биться в унисон. И в этом был не только смех, но и смесившееся счастье. Скаут быстро приспособился к новой обстановке. Он следовал за девочкой по пятам, находясь рядом с ней во время каждого приема пищи, каждый вечер укладываясь к ней в постель. Когда в больнице состоялась небольшая церемония в честь скаута, весь медицинский персонал собрался и аплодировал, когда его повязали красной лентой. Он не понимал, почему здесь так много людей и камер, но когда девочка крепко обняла его, он, казалось, гордо застыл на месте, охваченный теплой волной благодарности и любви, заполнявшей его сердце. Скоро последовала номинация на национальную награду за храбрость К-9. Скаут не был обучен как собака-спасатель, но его инстинкты, верность и преданность преодолели все ожидания. Животное, ставшее символом мужества, пронзило сердца многих, вдохновив их на новые свершения. Ушко с непокорностью и преданностью осталось на пергаменте судеб, и его история продолжала звучать на страницах памяти. Скаут, преодолевая неудобства, но не утрачивая связи с Дэви, стал живой легендой, обретая новый смысл жизни не только для себя, но и для всех вокруг. Имя скаута теперь стало синонимом надежды и мужества в сердцах миллионов.